Друзья, всем привет! Вы на канале Мото Санчо. Ну что, признайтесь, соскучились уже по этим автострадам, парковкам, обочинам и заправкам? Не знаю, как вы, а мы лично соскучились, поэтому сегодня дома не усидели и отправились в небольшое путешествие. К сожалению, лето уже закончилось, поэтому едем не на трехколесной Хонде, а на четырехколесной Хонде. Ну а экипаж вам уже знаком. Жена Танюшка, сын Михаил. И едем мы сегодня в горы. Денек сегодня выдался свежий, ветреный, но хотя бы без дождя. За бортом плюс 14. Выходим на автостраду и берем курс в направлении города Висла. Где-то там впереди граница с Чехией. И видите, облака над горами. Какие красивые. Нам туда. Судя по мокрым следам на асфальте, здесь уже прошел дождик. И вот знаете, я еду немедленно, 120. Но меня все равно все обгоняют. Причем как стоячего. С какой скоростью они вообще здесь перемещаются? А вот мы уже ушли с автострады. Выглянуло солнышко. Сейчас проезжаем где-то в районе Владислава. И в этой округе я смотрел машину, точно такую же Хонду, как та, на которой мы сейчас едем. 2-литровый FRV, но в серебристом цвете, не в темном. Посмотрел тогда, помню, внешне все отлично. По двигателю тоже неплохо, газовая установочка стоит, и по цене все устраивало, но нашелся один значительнейший недостаток: это полностью гнилая подвеска, настолько, что задние рычаги были ржавые насквозь. В дыру в одном из рычагов я смог вот так 3 пальца засунуть. Когда хозяину на это указал, он сказал: ну как бы ничего страшного, я проходил техосмотр, мне ничего на это не сказали. А по факту там хорошую яму словишь, и у тебя вырвет заднее колесо вместе вот с мясом, со всем этим ржавым железом. Так что пришлось отказаться. Была и еще одна похожая Honda, которую я ездил смотреть аж за 100 километров. Но не 2-литровая, а с двигателем 1.7. Там с кузовом было все в порядке, с подвеской тоже, но по мотору были вопросики. В принципе, не дымил, работал ровно, но когда я попытался на ней проехать, он не выдавал мощности, был очень громкий. Звук был как у реактивного самолета, и закрались у меня подозрения, что там нет катализатора. А что у нас светится, когда нет катализатора? Чек-инжин. Выключаю зажигание, включаю, а эта лампочка не светится вообще. В принципе не светится. Хозяину задал вопрос, в чем причина, почему лампочка не горит. Наверное, перегорела. Я на нее внимания не обращаю. Это такая лампочка вообще не важная. Как только меня пытаются обмануть, сразу все доверие к человеку пропадает, поэтому сел и уехал. Какой вид впереди открылся. Солнце светит, а на горизонте горы в облаках, в тучах, я бы сказал, в черно-серых пасмурных тучах. И нам туда. Радует, что эти тучи сегодня очень быстро летят. Ветер сильный, видно, как флаг развивается на обочине. На мотоцикле сейчас ехать было бы тяжеловато, и расход был бы высокий. Справа от нас железная дорога, слева где-то за горой петляет река Висла, а вокруг сотни оттенков желтого. А вот уже и сам город Висла. Если помните, в каком-то видео я уже рассказывал, что река Висла протекает через всю Польшу и впадает в Балтийское море. А начало свое она берет именно здесь, из водохранилища, куда впадают две небольшие речки, Черная и Белая Виселки.
И вот сегодня я предлагаю прогуляться вдоль Белой Виселки, одного из истоков. Сделали небольшую остановку, прежде чем двинуться дальше. Это город, мы в городе сейчас находимся. Вот и сама река Висла. Судя по цвету воды, очень много листьев падает и насыщают воду таким желтым оттенком. Немного размялись, едем дальше, любуемся красотами. Вон подвесной мост справа, какие-то гирлянды, а слева дома. Я подозреваю, что большая часть этих домов это арендное жилье. Можно приехать сюда, снять себе комнату или целиком домик, отдохнуть, погулять. Велосипедисты здесь ездят исключительно по проезжей части. Так, по правилам положено, только дети до какого-то возраста, до 12 что ли лет, могут ездить по тротуару, а после только по проезжей части. Идем на довольно крутой подъем, закладывает уши. На спидометре 60, третья передача, и нормально машинка вытягивает. Главное в поворотах быть осторожным. Они здесь довольно крутые. Ой, солнце какое! Какая же фантастическая дорога. Очень красиво, очень. Нашли место, где оставить машину, и дальше отправляемся пешком. А тут гляньте, какой-то ресторанчик, и течет родник. Красота. Горы. Вообще навигатор и дальше предлагал нам двигаться на машине, но мы должны были свернуть вот здесь. И честно сказать, я не уверен, что мы бы здесь проехали. Нет, вниз бы, конечно, проехали, а наверх вот большой вопрос. Федоровская улица, что ли. Но по факту поворот в дремучий лес. Высокие ели, осинки, березки. Красота. А грибов в лесу видимо-невидимо. Гляньте. Здесь у нас два мухомора, один и второй. Дальше что-то с белой шляпкой такое непонятное. А вот это, кажется, белый, но уже поеденный, погрызенный. Оставим, пусть растет. А здесь опята, но, возможно, ложные. Да, точно, ложные. Такие брать не стоит. Да мы и не по грибы сегодня сюда явились. Я вот думаю, может быть, нам туда пойти. Судя по навигатору, наша цель где-то там. Мы окончательно покинули наезженные дороги.
Идем по какой-то грунтовке, но у нее уклон градусов 30. Здесь явно давно никто не ездил. Все поросло мхом, засыпано листьями. Ельник, бурелом. Идем просто по навигатору на точку. Он уже даже не показывает, что здесь дорога какая-то есть. Просто ориентируемся по направлению. Где-то там в низине и протекает речушка под названием Белая Виселка. И на ней, кажется, есть водопад. Нам всем понравился вот этот сказочный мох. Он очень тактильно приятный, такой мягкий, пушистый. Зеленый-зеленый, как будто сейчас и не осень, а лето. В какой-то момент мы увидели впереди отблески воды. Это лесной ручей. Вот он журчит. И течет дальше куда-то вниз. Именно там речушка нас ждет. Красота. Спускаемся все ниже, а места там какие-то болотистые, да и здесь уже глина скользит под ногами. И вот что удивляет, дорога-то явно автомобильная, есть ярко выраженные две колеи, но кто здесь может ездить? Это какой должен быть внедорожник, чтобы преодолевать такие подъемы? Еще один родник. И он создал впереди препятствие. По обочинам снова грибы. Самые разные и много-много. Здесь будем перебираться по сухому. По бережку, так сказать. Оп. Это взрывные. Во, смотрите. Дорога уводит нас все ниже и ниже. И кажется, спуск этот будет бесконечным. А тут еще и солнышко спряталось за тучу, и лес сразу сделался таким серым, пасмурным и угрюмым. Осень. И знаете, я не удивлюсь, если там, куда мы придем, окажется парковка и асфальтированная автомобильная дорога. Очень уж любим мы вот так вот поплутать по лесу. Очень любит нам Google показать короткую дорогу. А внизу, кажется... А что это? Я надеялся, что это река, но кажется, это асфальт. Да, ну окей, идем. Да, действительно асфальт. Но я ни о чем не жалею. Эта дорога стоила того, чтобы мы по ней вот так вот гуськом, аккуратненько, медленно прошли. А назад в гору удобнее будет подниматься по асфальту. Знать бы еще, где эта асфальтированная дорога соединяется с той, по которой мы ехали. Она тут тоже выглядит довольно пустынной и заброшенной. Не бежим, спокойно. Разогнались. Ну, это и не асфальт, скажем прямо. Это щебень. Такой мелкий черный щебень, поколотый и утрамбованный. И куда нам? Туда или туда? Немного прошли по этой дороге вверх и увидели параллельную, которая уходит как раз туда, куда нам надо. Видите, вон вдалеке между деревьев уже видна Белая Виселка. Возвращаемся и пойдем к ней. А вот и солнышко выглянуло. Слышите, как шумит горный поток?
Ручьи сбегают с гор прямо один за одним. А мы-то здесь сегодня уже не первые. Кто-то был, нашел вот такого красавца, но не взял, оставил на пеньке. Ну и мы оставим. Может, кто-нибудь подберет. Почти дошли. И здесь же на пеньке решили устроить привал. Будет у нас обед. Несем с собой немного копченой курицы. Хлебушек есть. И вода из горного родника. Шучу, конечно, вода из магазина. Пообедали, или можно сказать поужинали, поскольку солнце как раз садится за гору, вечереет. Убрали за собой весь мусор. Я обычно по округе еще смотрю, если где-то мусор есть, забираю тоже, чтобы оставить это место как можно чище. Но здесь даже и забрать-то нечего. Лес. А за обедом сейчас размышляли, что, наверное, можно было к этой реке где-то подъехать, просто машиной остановиться, выйти, походить, погулять, посмотреть. Но тогда мы не испытали бы такого удовольствия. Ведь надо сначала превозмочь, пройти какие-то трудности, горными тропами лесными пробраться, прыгать через ручьи. И вот тогда действительно получаешь наслаждение. Ну вот такие мы. К слову о трудностях и преодолении. Вот, пожалуйста, вам сразу лужа. Преодолевайте. Здесь есть обходной путь. Это еще один ручей откуда-то бежит. А вот уже зашумела река совсем другим шумом. Вы видите? Вы это видите? Мы до него дошли. Мы нашли этот водопад. Обалдеть. Вот она, та самая белая виселка. И когда мы подошли поближе, закралось такое подозрение, что водопад-то этот искусственный. Вы смотрите, это каменная кладка. Она очень старая. Ей сотни, если не тысячи лет. И по ней наверху проходит дорога. И именно с нее срывается этот поток. Но все равно фантастически красиво. Попробую подойти поближе. Главное не открыть сезон осеннего купания. Немного пофотографировались. И когда стоишь вот здесь под самым водопадом, чувствуешь, как он на тебя гонит поток холодного воздуха. Вода-то на самом деле очень холодная, градусов 6, не больше. Купаться в такой я бы не стал. Но выглядит это здорово. Такое чувство, как будто попал в старую сказку. Отличное место, очень атмосферное. Если в этих краях будете проездом, обязательно посетите. Ну а мы пойдем искать обратную дорогу. И естественно, она будет отличаться от той, которой мы шли сюда. Есть у нас такой принцип возвращаться другой дорогой, чтобы увидеть больше. Поднялись на дорогу над водопадом. А здесь река. И два бревна. Для переправы нам понадобится посох. Какой-нибудь дрын, которым можно будет упереться в дно. Палок здесь хватает. Главное выбрать достаточно прочную. О, вполне подойдет. Мы ее немножко укоротим.
Получилась рогатина. Можно идти на медведя. В итоге все переправились благополучно. Давайте нашу палку-помогалку оставим здесь под деревом. Вдруг кому-то еще пригодится. А сами глянем еще разок на водопад. Но уже сверху. Кстати, здесь ничего не говорит о том, что это стена, собранная из камней. Красота. А ведь получается что? Если здесь когда-то в древности строили такие серьезные сооружения, значит, эта дорога имела важное значение. Может быть, проходил какой-то торговый путь. А где торговый путь, там клады. Здесь любопытно было бы походить с металлоискателем. Ручей восхитителен. Вот здесь, кстати, уже лежат бетонные плиты. Явно более поздние. Может быть, советской эпохи. А значит, и в те времена эта дорога тоже куда-то вела. Продолжая тему грибов. Если очень хорошо поискать, то можно найти грибы под названием подбухаловики. Вот скажите мне, кто ходит в лес с такими чекушками, чтобы специально тут прибухнуть и потом их спрятать? А пожалуй, мы их заберем и выбросим. Не надо лес засорять стеклом. Ого, какие там грибы выросли. Я даже не знаю, что это за они, но огромные просто лапти. Чтобы не подниматься, у нас есть хитрая камера с очень хорошим зумом. Вот они, эти огромные грибы. Вряд ли они съедобные. Вышли на подъем, и, судя по всему, здесь как раз продолжалась эта старинная дорога. Видите, какими камнями она была вымощена? Они прям квадратные. Естественно, от времени все это уже покорежило, подмыло. Но угадывается каменная дорога. Довольно узкая. Интересно, кто мог затащить, допустим, телегу, груженную солью или чем-нибудь еще в такой подъем? Какие-нибудь валы? А в кустах караваны поджидали разбойники, чтобы напасть и ограбить. И думаю, здесь это было вообще несложно. Даже сейчас тут кричи, никто не услышит. А уж тогда и подавно. Благодаря ручью, который бежит с горы, дорога превратилась в такую жижу. Пробираемся по обочине. Я тут еще задумался, что надо будет обязательно проверить себя на наличие клещей. Уже, конечно, похолодало. Они не такие активные, как летом, но вполне возможны. О, а вот ежевичка созрела к поздней осени. Кисленькая. Витаминки. Как не хотел заканчиваться бесконечный спуск, то же самое и с подъемом происходит. Идем все выше, бережем дыхание. И к слову о медведях. Они здесь есть.
Мы их не видели, но ведем себя достаточно шумно. Разговариваем, обсуждаем что-то. Говорят, при этом медведи заранее узнают о приближении человека и уходят с дороги. Если, конечно, это старый опытный медведь, а молодой любопытный может наоборот выйти навстречу. О, грибочек. А вот это точно гриб-гигант. Их здесь два. Один, второй и третий маленький нашелся. Ну вот точно же груздь. Насколько я знаю, вот такой формы и такие это грузди. Нет-нет, да оглядываешься по сторонам и видишь вот такие вот грибочки. Какой красавец. Тоже подъеденный, старенький, но боровичок. Ну или что-то на него похоже. И вот он, этот момент. Дорога расходится направо, налево. Но самое приятное, что закончился подъем. Какая красота. В лучах заходящего солнца. Склон горы. Фантастика. Надо запомнить этот момент. Мы выбрались на цивилизованную туристическую тропу, отмеченную знаками. Непонятно только куда нам, направо или налево. Но интуиция подсказывает, что направо. А интуиция, как мы знаем, никогда не подводит. Либо выйдем куда надо, либо будет интересно. И эта дорога пошла вниз, под уклон. Идти стало значительно легче, правда, настораживает мысль о том, что потом снова придется подниматься. На самом деле здесь в округе очень много таких интересных мест, водопадов, рек. И я планировал сегодня заглянуть куда-нибудь еще. Но по факту садится солнце, стемнеет через час, а нам еще надо до машины дойти. Так что, пожалуй, ограничимся одним водопадом. Остальные оставим на следующий раз. Иногда встречаются такие зеленые полянки. Смотришь и кажется лето, а потом поворачиваешься и понимаешь, нет, осень. Золотая осень. Цивилизация по правой стороне появилась то ли деревушка, то ли небольшой хутор в несколько домов. И вот что мне любопытно. Стоит вон под деревом, ну что это, Шкода Фабия, кажется, красненькая такая. Как она сюда заезжает? Какими дорогами? Тут нет просто заезда такого. Неужели вот здесь? Ну и слева тоже какие-то дома. И судя по следам протектора, да, все-таки ездят здесь. Вот здесь. Обалдеть. А зимой как? Когда все это заметает снегом? Не представляю. Но вы только посмотрите, как здорово здесь жить. Такой закат стоит сложностей дороги. А вот какой уютный домик в горах. Терраса, балкончик с креслом, а там качели. Все, что надо для отдыха и для медитации. Сидишь, наблюдаешь, расслабляешься. А вот гляньте, какое интересное место. Мы вышли к двум ручьям, которые сливаются в один и бегут дальше в направлении речки. Здесь целый дачный поселок таких маленьких домиков в горах. И кажется, мы нашли ответ на вопрос, как же здесь чистят снег. Для этого здесь есть шишига. Или это не она, но что-то очень похожее.
какой-то мощный вездеход. Нет, это не шишига. Затрудняюсь сказать, что это и чьего производства. 3 оси, все ведущие, и огромный отвал спереди. Один раз проехал и дорогу расчистил. Наконец впереди зашумели машины. Мы почти выбрались на асфальт. А вот этой дорогой ушли тогда вниз к реке. Сейчас сделали круг и вернулись. По себе могу сказать, что ноги, конечно, подустали, но в целом эмоциональное состояние приподнятое, как будто зарядился какой-то энергией. И нет вот этой осенней хандры и депрессии. Наоборот, хочется жить и радоваться. На асфальт мы выбрались уже в сумерках. Солнышко давно село за гору, стремительно темнеет. А вон впереди наша Honda стоит. Добрались. Можно ехать. Вечером в горах лучше, конечно, не торопиться. Очень много животных в лесу обитает. Я недавно на работу ехал, мне дорогу косуля перебежала. А здесь и подавно может олень выйти на дорогу. Проезжаем через Вислу ночью, и это любопытное зрелище. На горе светится отель «Кристалл», а справа тоже какие-то отели. Все кругом переливается огнями, кафе, дискотеки, не знаю, какие-то тут развлечения для туристов. Прям курорт. Ну а мы едем домой. Обратная дорога у нас проходит очень весело. Мы едем автострадой, и Танюшка включает мне известные композиции из прошлого, но я не вижу, что именно, и должен угадать их. Чем раньше, тем лучше. Что-то угадываю, что-то нет, но поем в голос просто. Класс! Вот так незаметно под хорошую музыку мы и добрались до дома. Будем заканчивать. Хотелось бы сказать всем спасибо, всем счастливо и всем пока.